Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать плотный, красивый двусторонний узор крючком, который можно использовать для вязания сумочек, а также ковров. Итак, приступаем к вязанию. В работе я буду использовать шнур карамель 5 миллиметров. Цвет называется это грушевое конфи. Заказать шнур карамель можно на сайте пряжа центр РФ. И используя мой промокод, можно получить скидку 10%. Итак, всю информацию, ссылку на сайт и промокод оставлю в описании под данным роликом. Шнур, как я говорила, шнур 5 миллиметров, плоский шнурок, да, и крючок буду использовать номер 5. Итак, начинаем вязание. Делаем первый узелок. Так, и набираем 21 воздушную петлю. 3, 4, 5, 6. Так, набрали мы 21 воздушную петельку. Набираем еще одну петлю подъема. Так, далее первый ряд мы за вот эти полупетли будем вязать столбики без накида. Первую, понятно, первая петелька подъема, мы ее пропускаем, вяжем за следующую просто столбики без накида. Итак, в данном первом ряду у нас должно получиться 21 столбик без накида. Итак, связали 21 столбик без накида. Теперь переходим на второй ряд, делаем петельку подъема, разворачиваем наше вязание. И теперь смотрите, начинаем вязать сразу же с первой петли. Вот эта петелька у нас идет, петелька подъема, да, и сразу с первой петли начинаем наше вязание. Сюда провязываем столбик без накида. Опускаясь ниже в основании первого ряда, то есть сразу же отсюда мы опускаемся вот сюда, в основание первого ряда. Опускаемся и вытягиваем так наш шнур. Вот так вот, чтобы он был ровненько и на уровне первой петли. И вот так вот провязываем. Так, вот получилась какая петля. Следующую петлю мы пропускаем. То есть, смотрите, следующая косичка у нас, следующий столбик мы пропускаем. И в следующую снова мы провязываем столбик без накида. Опускаемся ровненько под этим столбиком в основание первого ряда. Вытягиваем петельку. Вытянули на уровне вот этой петли и провязали вместе. Да, потом вот так вот формируем такие вот красивые петли. И следующую опять же мы пропускаем. Снова столбик без накида.
И ровненько под этим столбиком ныряем в основание первого ряда. Вытягиваем петлю, провязываем. Вот как ложится узор, то есть узор уже начинает формироваться. Так, следующую пропустили. Снова столбик без накида. Под этим столбиком в основании первого ряда ныряем и провязываем снова петельку. Следующую пропускаем. Снова столбик без накида. Вот так вот провязываем. Вяжем до конца ряда. В конце ряда я покажу, как мы закрываем этот ряд. Итак, подходим мы к концу ряда. Да, вот эту петельку провязали. Следующую пропускаем. Провязываем предпоследнюю нашу петельку. Столбик без накида. И в основании под этим столбиком ныряем, вытягиваем петельку. Провязываем. И смотрите, у нас остается вот эта косичка, которую мы пропускаем, и последняя. Последнюю мы провязываем просто столбик без накида. То есть, еще раз, вот эту мы пропустили, а здесь в конце мы провязываем просто столбик без накида. Все, провязали. Вот ряд мы завершили. Вот как смотрится узор. Делаем петлю подъема, разворачиваем наше вязание. И теперь то же самое. Ныряем сразу же в первую петельку. Вот петля подъема. Ныряем сюда, провязываем столбик без накида. И под косичку нашего предыдущего ряда, вот находящийся на уровне, то есть смотрите, вот сюда ниже опускаемся, вот сюда наш крючок с обратной стороны, вот он где выходит. Протягиваем нашу длинную петельку, 2 петли на одном уровне, и мы провязали. Следующую петельку мы пропускаем. Снова столбик без накида, спускаемся ниже ровненько, вот под нашей этой петельки. Опускаемся сюда ровненько, вот эта петля предыдущего ряда. Да, опять же вытягиваем нашу, сейчас покажу, как с обратной стороны. Опустились, вот с обратной стороны. Видите, вот где находится крючок. То есть он никак не затрагивает наши вот эти вот косички. Вытянули на одном уровне, все провязали. Так, следующую пропускаем. Снова столбик без накида. И снова вот как раз под этим столбиком, только в предыдущий ряд ныряем. Вот с обратной стороны как выглядит. Вот наши длинные петли. Эту петельку формируем. Она получается в другую сторону, если смотреть по той стороне. То есть вот видите, как они... Эти петли формируются в другую сторону. Вот их красиво вот так вот сделать. Вот таким образом вяжется узор. Так, одну пропускаем. Снова. Вот здесь мы ее провязали. Вот ровненько под ней в предыдущий ряд. Ныряем, вытягиваем. Петельки потом красиво делайте, чтобы они у вас лежали и здесь красиво, и с обратной стороны. Все, вяжем до конца вот этого второго ряда нашего, да. Далее покажу, как переходить снова на новый ряд. То есть далее все будет повторяться одинаково. Так, приближаемся к завершению нашего второго ряда. Вот эту длинную петельку провязали, следующую пропускаем. Так, здесь провязываем столбик без накида, спускаемся ниже ровно под ровненько под косичку предыдущего ряда. Вот так выныриваем с обратной стороны. Да. Протянули,
Так, следующую мы пропускаем, да, и в конце мы всегда провязываем просто столбик без накида. Вот, связали мы второй ряд. Вот как смотрится узор с двух сторон. Ну, вот эти вот петельки надо будет поправить. Вот они поправляются, они ровненько складываются. Вот как с этой стороны. Так, разворачиваем наше вязание, делаем воздушную петлю. Идем на третий ряд. Так, вот воздушная петля. Сразу первую провязываем. Спускаемся ниже. Именно вот косичка предыдущего ряда. Да, вот сюда опускаемся. И вытягиваем длинную петлю. Провязали, расправили. Следующую снова пропускаем. То есть все далее вяжем, все точно так же. Вот сюда провязали столбик без накида и опускаемся ниже. Вот именно под косичку петельки предыдущего ряда. Вот так вот она с обратной стороны смотрится. Вот сюда, видите, вынырнули, не зацепив вот эти длинные наши петли. Вот таким вот образом сформировали. Следующую пропускаем. Вот так вяжется наш узор. То есть далее снова в конце ряда мы провяжем вот здесь, да, столбик без накида, опустимся ниже, вот эту петлю пропустим, останется последняя петелька, где мы просто столбик без накида провяжем, сделаем воздушную петлю и развернемся на следующий ряд. Сейчас немножко провяжу, чтобы показать узор. Итак, вот какой получается узор. Вот образец связанный, да, узор он двусторонний, плотный и идеален при вязании сумочек, при вязании ковров. Данным узором я у себя на канале вязала сумочку кроссбоди. Причем набирала количество петель такое же. То есть тоже у меня было набрано 21 петля плюс петелька подъема. Поэтому это еще как такая, как дополнительный урок, как шпаргалочка к моему мастер-классу по вязанию сумочки. Потому что там сумочка у меня связана темным синим шнурочком. И некоторые просто мне аккуратно писали, что сумочка красивая получилась, конечно, но узор не очень хорошо виден. Поэтому вот для тех, кому плохо был виден этот узор, вы можете зайти, посмотреть вот это видео. Здесь уже я постаралась как-то более подробно, более наглядно, именно светлым шнурочком показать, как вяжется этот узор. Поэтому, если вам полезно мое видео, если вам понравился мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересных видеоуроков. Всем пока-пока.